Hello. Took us a little while to get to you. Добрый вечер. Нам понадобилось много времени, чтобы все-таки выйти к вам в эфир. Pleasure to be with you. Приятно снова быть с вами. Looking forward to having you guys write in if you've been before with me and saying, hi, Frank, so let me know that you're there. Будьте так добры, если вы уже были с нами когда-то, напишите «Привет, Фрэнк, я здесь», плюсик, что-нибудь. Рад буду что-то услышать от вас. Okay, so we're going to talk about, oh, by the way, you guys can help by asking questions and giving me some direction so that I can have a pretty good idea of what's going to be most valuable for you. Ребят, для того, чтобы у меня была большая возможность оказаться максимально полезным для вас, пишите, пожалуйста, вопросы и указывайте тематику, которая была бы вам наиболее интересна. So we'll do this together instead of me doing this to you. Соответственно, дабы я не читала вам лекцию, мы постараемся сделать это взаимным процессом. I'll be able to read your messages and stuff. Olga will help me. Оля будет помогать мне читать ваши сообщения. Olga, my regular voice. Oh, the guys are saying hi already. Great. Ольга, мой обычный голос. She'll make sure you guys can understand me. Оля здесь для того, чтобы те из вас, кто не смогут понимать английский, все-таки могли Фрэнка слышать. I'm going to talk about, obviously, one of my favorite subjects. So. Я буду говорить однозначно одну из моих, конечно же, любимых тем. NLP, whatever that is. Нейролингвистическое программирование, чем бы оно там ни было. Okay, good. So, we're going to talk about it in a kind of a, hopefully, a really kind of interesting and fun way for you. Мы начнем, на самом деле, обсуждать это, будем надеяться, в достаточно интересном и необычном ключе для вас. We're going to talk about how it affects your relationships and coupling relationships. Мы будем говорить о том, каким образом могут, благодаря изучению НЛП, измениться ваши отношения с вашими партнерами, в паре, в семье. Families. В семьях. With children, one of my favorite topics. С детьми, одна из моих самых любимых тем. Work. В работе. General relationships around. В принципе, в отношении вообще как таковые. What can this stuff called NLP do for you, and how does it make a difference? Что изучение НЛП может для меня сделать, что оно может мне дать, и каким образом оно может что-либо вообще в жизни поменять? I'll give you some examples from experiences that I've had and that people that I know have had. Я приведу некоторые примеры из жизни людей, которых я знала, некоторые примеры из моей жизни. It'll really help if you ask me some specific questions. And then I'll be able to, more accurately, more directly talk to the issues that are valuable to you. Мне было бы интереснее, если бы вы, ребята, как-то написали сообщение, что да, вы нас слышите, видите, и где-то попробовали, может быть, через уточняющие вопросы подсказать мне, какая тематика была бы максимально интересной для вас. We'll talk about a couple of the myths of NLP also. Мы также будем обсуждать некоторые мифы НЛП. Okay. And some ideas that I find incredibly valuable about the beginnings and what it is and what it really is and all of that kind of stuff. И некоторые из тех вещей, которые я нахожу ценными и интересными, вот такого рода вещи. Okay. So, what is NLP? Соответственно, что же такое нейролингвистическое программирование? NLP, in the simplest way to talk about it, is what I call the study of excellence. НЛП, как бы в самом простом трактовании, то, что я называю наука о лучших, или то, что принято, как правило, говорить, наука о человеческом совершенстве. There's a lot of people out there that are really good at things. В мире живет немалое количество людей, которые на самом деле превзошли всех остальных. Some that are really, really good. Некоторые люди, которые очень-очень хороши. Не идет трансляция. Some that are really, really good at things. Некоторые люди, которые очень-очень хороши, в чем бы то ни было. And we didn't want to lose that. Мы не хотели это потерять. When they moved on to a different way of experiencing the world when they died. Тогда, когда они перешли к другому способу. Не идет трансляция, там нужно сейчас мы заменим ссылку. One second. Technical discussion. Технические обсуждения, ребят, мы ненадолго вас оставим. Сейчас, то есть мы начнем сначала, мы заменяем, начинаем сначала. На этой трансляции не было ни одного человека. We will start from the beginning when he goes. There wasn't participants yet at that particular video. Okay? Okay? So we're going to wait to start. Yeah. Да, сейчас 2 секунды. There was nobody there. Я хочу рассказать эту ссылку, даже с никого не может
They just couldn't connect with them, or what? Or there is nobody. He set everything up to do the video through this video camera and the laptop. He started looking for a charger to plug the laptop where everything was set up, and he didn't find it anywhere. I got that part. Everything was set up, and a certain channel was advertised for people to be ready in a certain channel. They tried to connect up with the same crowd by sending them the reference and redirect them to a different broadcasting channel. And it didn't work. It will work, but a little bit later they will redirect everybody and we'll start. It's a normal procedure for people to wait for webinars for up to 30-45 minutes. There's nothing extraordinary. It's a common practice. We're going to make it work. It's going to be nice. Everything will be good. Be aware that you're sitting in front of a camera, and so I can guarantee you that that thing is not showing something without the sound. Okay. People that will be joining slowly but surely, starting 7 o'clock, 7:15. They'll join one at a time. They will see the note. Please click onto this thing. They'll click on the new thing and they'll watch everything just a few minutes later. I think it's fine. Пишет себе девочка. Леша, привет, будет ли запись? Дать тебе стул, Леша? Сейчас сделаем. You know my level of tolerance for this shit. We have to go online now for some time, and then we'll deal with whatever we're going to do with it. We're doing now everything that we can, and there's nothing extraordinary going on. Those technical I am things not happen. 11. Jesus. We will continue. We're ready to continue. Продолжаем. Ты нажмешь кнопку или мне включить лайв? Не, все, можно продолжать. Нажать в Facebook трансляцию, как я делала, или ты придешь и нажмешь? Сейчас в эфире уже через ноутбук. Окей. Okay, what? Поехали. Да. Go. Hi. Привет. We're going to talk about NLP this evening. Сегодня вечером мы поговорим о нейролингвистическом программировании. I know that there's some of you that have been with me before. Я знаю, что некоторые из вас уже были на моих программах. On your chat thing, say hi. В чате, пожалуйста, скажите нам «Hi», So I know you're there. так, чтобы я знала, что вы там.
And by the way, you're going to help this evening. Кстати говоря, сегодня вечером вы будете помогать и участвовать. Questions that you have about NLP, questions that you have about the topics that we're going to cover. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их, пожалуйста, в чате. Probably help you if I told you what topics we're going to cover. Скорее всего, вам было бы очень сподручно, если бы вы знали, на какие именно темы мы планируем говорить. This evening, I've been asked to talk about how NLP affects relationships, couples. Сегодня вечером мне просили рассказать вам о том, какое влияние нейролингвистическое программирование может иметь на отношения в паре, How it helps couples. как это может помочь парам. Another area that we're going to talk about some is with children. Еще одна сфера, которую мы хотели бы осветить, это NLP и дети. I think NLP is particularly useful with children. Мое мнение заключается в том, что NLP непосредственно полезно, когда вы общаетесь с детьми. Business, work, relationships in general we'll talk about too. But we're going to focus more on family and individual relationships. NLP в бизнесе в том числе, но непосредственно сугубо индивидуальные межчеловеческие отношения, отношения в браке, отношения в паре. Some of you recognize Olga's voice. Некоторые из вас, наверное, узнают голос Ольги. Olga is going to help me speak with you so that you can actually understand what I say. Оля будет помогать мне говорить с вами, так чтобы на самом деле вы могли понимать, о чем речь. She's right over here hiding from you, Прямо здесь прячется от вас, but she's close. но So you она can hear рядом, her. Yeah. так что вы ее услышите. Okay. So we'll spend a very, very short period of time for the people who aren't familiar with NLP for me to make a kind of a very simple description of what it is and why we should bother with it. Мы немного времени уделим тому, чтобы тем людям, которые на самом деле не особо знакомы с NLP, для того, чтобы у них было базовое представление о том, куда мы движемся. Yeah, for me, the easiest way to understand it is that learning very, very quickly how to do some things very well that other people have taken a lifetime to learn how to do well. Для меня это ситуация, при которой вы можете достаточно немного времени посвятить тому, чтобы узнать, как люди, которые преуспели в определенных вещах, делают то, что не делают, как они добиваются успехов, но узнать об этом намного быстрее. The study of excellence Наука о человеческом совершенстве. is, to me, the easiest and the best example. Для меня это самый легкий, самый простой пример. When people are really, really, really good at something, Когда человек по-настоящему очень сильно в чем-то преуспел, really, really good. по-настоящему хорош. One of the terrible things that was happening for I don't know, maybe all of human history, I don't know, but for the last 100 years for sure. Одна из непосредственно человеческих трагедий, которая происходила, я не знаю, может быть, на протяжении всего времени существования людей, но уж точно за последние 100 лет. We would have some absolutely incredible people that were really, really, really good at something, and you can figure out who it is because you can see the results of their work. Человечество получило в наследство совершенно потрясающих личностей, и вы бы узнали, кто эти великие личности, потому что результаты их жизни и труда не заставят себя ждать, они известны и очевидны. Not just in psychology, Мы говорим не только о психологии, but in everything, in mathematics, engineering, chemistry, во всем. physics. Математика, интересное дело, инженерное дело, физика, химия. In all the different disciplines in which there are people who stand out, who are just incredible. Различные дисциплины, в которых выделялись определенные личности, которые просто были великолепны. People would study with those people Люди учились For непосредственно у этих мастеров 10 years, 15 years, 10-15 лет, and sadly, к огромному сожалению, never become equal to the master. никогда не доходили на уровне к мастерству этих людей. We used to have a general way in which we became masters. В принципе, существовал обыденный способ получить определенные экспертные знания, как мы говорим, стать мастером. If I wanted to be really good at something, Если бы я захотела в чем бы то ни было преуспеть, then I find somebody who's really good at it. тогда я должен был бы найти человека, который по-настоящему в этом хорош. And if I can, I go to work with them. Если я могу, я становлюсь подмастерьем этого человека. And I do all the little things that they don't want to do, and I clean up, and I carry things, and I work with them for years. И я работаю с человеком долгие-долгие годы, ученик должен был убирать после них, делать все эти мелочи, которые не устраивали мастера. Little by little, Понемногу. they increase the skill level of the things that they allow me to do after watching them do things for years. Допуск к определенной сложности, допуск к определенному уровню задач с течением лет увеличивался при условии, что результаты мои устраивали мастера. We call them apprentices.
мы людей, которые Or helpers. работали рядом с ними, называли помощники или же их ставленники. And they might work with a master for 15 years, 18 years, 20 years. Они могли работать рядом с мастером 10, 15, 20 лет. And each year they'd get more responsibility, more training, more skill. Каждый год им давали все больше и больше ответственности, больше, глубже становилось их обучение. And if they were very, very skilled and very lucky, И если подмастерью в жизни очень сильно везло, и он действительно показывал великолепный уровень and worked экспертности, really hard, и человек прикладывал огромные усилия, and studied and really had a desire in them to be one of the best. и у человека по-настоящему было желание стать одним из лучших, Then after 18 years, 20 years, то лет после 18, 20, when the master would retire когда мастер уже уходил от дел, or, heaven forbid, die, или, не приведи Господь, уходил из жизни, then one of the extraordinary apprentices sometimes would step into those shoes and actually become the master. тогда один из таких невероятнейших учеников, ставленников и подмастерьев на самом деле начинал занимать его место. And maybe another 10 years after that, people actually started to consider them the master. Ну, может, еще лет через 10 после того, как те говорили о том, что они теперь равны мастеру, кто-то начал воспринимать их всерьез и считать действительно равным мастером. That was the way to become a master. Это был определенного рода путь стать мастером. Made it very difficult to be really, really good at a few things. Very difficult. Это делало ситуацию преуспеть в остальных сферах жизни очень и очень затруднительной. If it took you 30 years to be really good at something, then you didn't get a chance to try many other things, you know? А если вы выбирали одну профессию, и вам для того, чтобы стать мастером и профессионалом, нужно было 30 лет, то, поверьте, о смене профессии не особо шла речь. We were also aware that when we started doing the research, the NLP research, Мы также осознали, когда мы занимались исследованиями, которые в результате начали называться нейролингвистическое программирование, 1971, в 1971 году in Santa Cruz, California, в Санта-Крус, Калифорнии, about 15-16 of us, 15-16 из нас, graduate students, professor, a group of dedicated people. Really dedicated people. аспиранты, люди, которые преподавали непосредственно в университете, люди, которые невероятно глубоко начали изучать то, за что брались. Not part of the university academic structure. Они не являлись непосредственно преподавательским составом в университете. We didn't get paid. Нам не платили за наши исследования. Most of us didn't get any academic credit for any of the research. Большинство из нас даже не получило степени в результате того, что мы занимались этим исследованием. But we loved it. Но мы были в восторге от того. A guy named John Grinder and another fellow named Richard Bandler, who generally get credit for the creation of NLP. Одно имя вам известно, Джон Гриндер, второй человек, Ричард Бендер. Это два человека, которые считают про отца нейролингвистического программирования, обычно все лавры достаются им, They deserve that. которые справедливо и заслуженно они получили. And in my opinion, quite a few people deserve that. На мой взгляд, есть еще другие имена, которые также заслужили того, чтобы разделить их лавры. But John and Richard were key. They were central. Джон и Ричард были осью, они были ключом. Actually, it was John and Richard and Frank. На самом деле там был еще Фрэнк, Джон, Ричард и Фрэнк. For the first 6.5 years. Первые 6,5 лет, 7 лет. Actually started with Richard and I. На самом деле все началось со знакомства и работы. After 8 months or 10 months or so, John joined us. Моего и Ричарда месяцев через 8-10 Джон присоединился к нам. 7 months, 8 months, something 7-8 like that. месяцев Джон присоединился к нам, где-то так. And then the three of us basically led the team for 2 years, 3 years. Мы втроем по большей части стали людьми, которые отвечали за команду исследователей на протяжении Yeah, we had 15 of us. 7-8 лет. В команде было человек 15. Little by little, I kind of moved over to being the organizer of the team. Понемногу я начал занимать позицию человека, который был организатором команды исследователей. John and Richard were kind of stepping back and becoming the recorders and the people who would come up with ideas and then give them to the team, and we would try to figure out how to make them work. Джон и Ричард становились теми людьми, которые непосредственно начинали записывать исследования и результаты исследований, которые проводила команда, и вроде бы как начинали давать нам задания. And for 6 years, на протяжении 6 лет, 30, 40, 50 hours a week, 30, 40, 50 рабочих часов в неделю, 15 people. 15 человек. Incredible.
Абсолютно Incredible невероятная вещь. experience, and we tore apart everything we could find. Уникальный опыт. Мы разобрали на запчасти все, что мы только могли найти. Experts in communication, experts in mathematics, experts in stage magic, experts in whatever we could find experts in. Коммуникация, математика, великие фокусники, эксперты, лучшие в любой сфере, которую мы только могли изучить. And figured out how they're actually doing what they're doing. И мы поняли, как они на самом деле делают то, что они делают. What we discovered very quickly is if you ask them what they're doing and they tell you, it's not it. Что мы очень быстро обнаружили, если вы задаете мастеру вопрос, как у тебя это получается, зачастую их ответ не соответствует действительности. So it suddenly became very obvious why they couldn't teach people to do what they do because they didn't know. Неожиданно для нас стал очевидным ответ на вопрос, почему у них не получалось готовить учеников, потому что они действительно были не сильны в том, чтобы научить людей и объяснить, что у них, как они добиваются тех результатов, которых добиваются. So we built tools to actually examine their behavior linguistically, non-verbally, physically. Мы выстроили инструментарий для того, чтобы смоделировать их действия, поведение. And then then we started going, oh my gosh. И впоследствии мы стали говорить, боже мой. If I can figure out the language structure that this magic person is using and responding to, then I can respond to it quickly, easily. Если я смогу выстроить речевую модель того, каким образом человек реагирует на критические проявления, тогда я смогу намного быстрее воспроизвести результат самостоятельно. So we got excited. Мы начали потирать Very руки. excited. Очень загорелись. We felt like we were discovering the key to magic. У нас возникло ощущение, что мы начинаем находить ключ к магии. And that's why the books were called The Structure of Magic. Именно поэтому книги так и назывались «Структура магии». And my book called Magic Demystified. На английском моя книга называется Magic of NLP Demystified. Магия NLP без тайн в русском. Because we were taking what appeared to be magic. Мы начинали брать то, что казалось абсолютнейшей магией, выглядело как чудо. Incredible results from communicators, from cyberneticists, from mathematicians. Incredible results. Невероятнейшие результаты от математиков, людей, которые занимались кибернетикой. That nobody could figure out how to do what they do. Никто не мог понять, как у них получаются те результаты, которые получаются. And because of the tools we built, the modeling tools we built, Учитывая инструменты моделирования, которые мы выстроили, we were actually figuring out fairly quickly. мы на самом деле начали очень быстро понимать, каким образом они это делают. The structure, the form that they actually followed without realizing it in order to produce the incredible results they were producing. Структура, форма того, как у них получалось создавать невероятнейшие результаты в том, что они делают. When we think we had a pretty good idea of what they were doing, Тогда, когда мы решили, что у нас уже неплохое представление о том, как эти люди делают то, что делают, then we would go out into the real world and test после этого мы выходили в так называемый реальный мир и начинали тестировать. and try to do it. И пытались это сделать. See if we could do it the same like they did. Посмотреть, можем ли мы это сделать точно так же, как это делали мастера. And oh my God, we started realizing, wow, I can do the same thing. Oh Мы my God. начали осознавать, боже мой, мы можем повторить это и делать в точности то же самое. And we discovered that we could actually do it in many cases better, faster than the master. Мы обнаружили, что в большинстве случаев у нас получается намного более эффективный результат и гораздо быстрее, нежели у мастеров. And we were discovering that the masters, because they didn't really know for sure what they were doing, were kind of waiting for the right thing to happen so that they knew what to do. Мы обнаружили, что мастер на самом деле, учитывая, что он дожидался того, чтобы увидеть, как же мне поступить дальше, не совсем понимал, как непосредственно двигаться. Hi, Tanya. Hi, Alexei. Hi, Anya, Dima, Ina, Oksana. Oh, you guys, I'm really glad to see you. Thank you for making notes. Спасибо, ребят, что пишете. Victoria, hello. Tanya, oh my goodness. Yeah, I can read a little bit of Russian, so I get a few names. Я немного Great. читаю по-русски, поэтому пару имен, если ты в состоянии Yeah. разобрать. Alla, Ina, oh, wow. Guys, very nice. Andrei, nice to hear, nice to see you. Приятно Wow. вас видеть. So we were really happy. Hi, guys. We were really happy to figure out how to quickly do these things. And you know what else we discovered quickly?
Мы были невероятно рады тому, Okay. чтобы мы на самом деле обнаружили, как они это делают. Знаете, что еще мы обнаружили Natalia, невероятно hello. быстро? Yeah. We figured out quickly that we could figure out what one person is doing, figure out what the second person is doing. Очень быстро смогли понять, зная что, понимая, что человек номер один делает то, что делает, как второй делает то, что делает, Oh my God, put them together. Боже, объедини их. So that we were using two complementary sets of incredible skills together. Дабы мы могли одновременно использовать два набора невероятнейших навыков, совместив воедино. You understand? Понимаете? And then, Затем это, and then, затем это, затем это. and when we put, for example, we put 10 psychotherapy systems together. И мы объединили 10 систем психотерапии. 10 together. 10 воедино. And figured out in which way, with which client, which one worked best. Чтобы определиться с ответом на вопрос, какой способ, с которым из клиентов работает наилучшим образом. Wow. Communication systems, we had Gregory Bateson living 20 meters away from us. Коммуникационная система. Грегори Бейтсон жил в 20 метрах от нас. Mr. Voitko, hello. Yay. So it was exciting. Really exciting time. Мы пришли в восторг. Невероятно интересное, увлекательное, захватывающее время в нашей жизни. And so now I've been more than 50 years. Соответственно, прошло уже больше 50 лет. Teaching the modeling skills that allow you to learn from other people very quickly. С тех пор, как я обучаю других навыкам моделирования, которые помогают вам приобрести определенные навыки очень быстро. It's been really fun for me, exciting for me. Невероятно интересно для меня. You know, I'm probably about as close as there is to an NLP-built person. Я, наверное, максимально близок к тому, что можно сказать человек, которого создало нейролингвистическое программирование из тех, кого бы я знал. You guys who know me, you know my childhood was not very good. Вы, те из вас, ребят, кто со мной знаком лично, знаете, что у меня было не самое веселое детство. And then, you know, I went to the war and learned to kill people and came back pretty much destroyed. И потом, да, ты возвращаешься на войну, тебя заставляют убивать других людей, и, в принципе, ты возвращаешься достаточно разбитым человечком. And set out to try and figure out how to become a human again. И после этого ты живешь с одной целью, как снова стать человеческим существом. It was not an easy journey, you guys know. Непростой путь, вы, ребят, знаете. But NLP was a miracle for me. Но NLP для меня было абсолютнейшим чудом. I would have been dead a long time ago. Меня бы не было уже много-много лет. Had I not found Richard, John, and the other 15 guys. Если бы я не встретился по жизни с Ричардом, Джоном и вот этой командой из 15 человек. And it was a savior for me. Это то, что спасло меня. And I learned, it took me a while because we built NLP and it took us 7-8 years. Мне понадобилось немало времени, потому что мы собирали NLP, нам понадобилось 7-8 лет. By the way, we called it meta then. Кстати говоря, тогда мы называли нейролингвистическое программирование мета. I still call it meta. Я по-прежнему называю мета. To me, that's the real name and the right name. Для меня это правильное название, But то самое название, но I'm old school, I know. я old school, я знаю. So, study of excellence. Наука Skills. учительском совершенстве, навыки. Now, is it learnable? Yes. Можно ли изучить эти вещи? Да. Is it a miracle? No. Чудо ли это? Нет. Okay. If you want to learn to be a great tennis player, you have to hit the ball a whole lot. Если бы вы задавались целью стать великолепным теннисистом, вам пришлось бы очень много бить по мячу. And hopefully you have a very good coach to tell you if you're doing it right. Давайте надеяться, что в тот момент, пока вы занимаетесь наработкой подачи, вы смогли бы, вам бы в жизни повезло, чтобы при этом за вами наблюдал великолепный тренер. Yeah, and it better be a good trainer. И уж лучше, чтобы этот тренер был очень хороший. And they're going to make sure you learn to do it correctly. Именно лучший тренер удостоверится в том, что пока ты практикуешься, ты будешь практиковать как раз тот самый правильный навык. There's a right way and a wrong way. There's a good way and a bad way. Во всем есть правильный способ что-либо делать, во всем есть хороший путь и плохой. And nobody teaches themselves to be a great tennis player. Nobody. Никто не был чемпионом-самоучкой, никто. Because you have to do things correctly. That tennis has been studied for hundreds of years now, and you got to do it right. Потому что то, за что вы беретесь, должно быть сделано корректно. Люди играют в теннис уже больше 100 лет, и, соответственно, есть правильный способ учиться теннису. But once you learn how to do it right,
Как только вы узнали правильный путь, then you can begin to add your own special style, your special secrets. только после этого вы имеете право на импровизацию, на авторский стиль, на свои особые изыскания, которые вы добавите поверх великолепной классики. Creativity comes after high-level skills, not before. Креативность наступит после того, как вы мастер в классике. Никогда не вместо и не перед. Nobody accidentally wins a major tennis championship. Никто случайно не становится человеком, который выиграл крупнейший чемпионат по теннису. No, it's lots of work. It always amazes me. People study tennis for 15 years Меня всегда потрясает. Люди по 10 лет изучают теннис. before they ever expect to be really good. До того, как они когда-либо вообще возлагали надежды, я понравлюсь, я хороший, меня заметили. And sometimes I meet people in NLP, right? Иногда я встречаю людей, которые начали изучать нейролингвистическое And программирование. they say, well, how long will I have to study this before I'm really, Сколько really мне good? нужно будет изучать NLP, прежде чем я действительно стану серьезным NLP-ером? Probably seriously study and practice for at least a couple years. Минимум несколько лет очень серьезной практики и очень серьезного обучения. 2 years. 2 года учиться. To study for 2 years. 2 года учиться. It's hard for me not to laugh. Это Because очень тяжело в этот момент не I say, засмеяться и сказать, ребят, if you wanted to learn to hit a little round ball, you're willing to study for 15 years. ты когда учился попадать ракеткой по этому маленькому теннисному круглому мячику, ты готов был гораздо больше лет этому посвящать. You want to learn to think like the most incredible people in the world, live your life happily, be a joy and a dream to yourself and everybody else that you know. Ты хочешь научиться мыслить как лучшие представители рода человеческого, наконец-то думать, жить, быть счастьем для каждого, кому в жизни посчастливилось вообще с тобой столкнуться, не говоря уже о том, чтобы быть в одной семье. And you complain about 2 years? И My ты God. ноешь, что тебе 2 года нужно этому посвятить? You get the skills and the wisdom of 20 of the most powerful people in recent history. Тебе передадут навыки и мудрость сильнейших умов новейшей истории. And you can just simply walk around being that skilled all day long, every day. И ты просто сможешь с утра до вечера просто жить, просто заниматься своими делами с этой мудростью. For the rest of your life. И так всю оставшуюся жизнь. 2 years? 2 года. Well, I'm taking a 12-day program. Нет, я 12 дней записался на курс, и Yeah, все. of course, good. Конечно, вперед. Good start. Хорошее начало. Okay. Now you're ready to actually go learn. Вот теперь, через 12 дней, ты хотя бы понял, что тебе Да. придется изучать. Sorry, guys, if you want NLP to be a miracle, it's not. Простите, ребят, если вы хотите, чтобы NLP стала волшебной пилюлей, она никогда не будет. It's skills. Это навыки, это Great, инструмент. great skills. Отличный инструмент. And carefully practiced and built and designed Тщательно собранный, тщательно продуманный, наработанный, выстроенный. to give you the opportunity to think effectively, Чтобы у act вас появился effectively, шанс мыслить как человек со здоровой головой, поступать подумав, raise happy children, воспитать счастливого человечка, live in a loving relationship, жить в отношениях, жить с человеком, которого вы искренне любите, create businesses, открыть бизнес, enjoy work. наслаждаться тем, что вы идете на работу. You know, there comes a day when it's going to be our last day. in Знаете, this ребята, у life. каждого из нас гарантированно наступит день, когда вы понимаете, вот сегодня все. And you know, those of you that know me, you know that one of my jobs as a medical person in the military Те из вас, кто знаком со мной, знают, что когда я обучался медицинскому делу, was to. Army. I spent a month and a half, I think, maybe 2 months, мне поручили так, 1,5 месяца, может быть, 2, standing beside people while they died. дежурить рядом с людьми, которые доживали свои последние дни, часы. And I was amazed, number one, it's like 4, 5, 6, 7 people a day. 4, 5, 6 человек в день уходили из жизни каждый день. We were supposed to make sure that the time of death was accurate. Человек, который получал медицинское образование, должен был находиться рядом с постелью людей, уходящих из And жизни, so- чтобы зафиксировать время четкое смерти. Military. Военные. And so somebody had to stand there with them. И кто-то должен был стоять рядом с этими людьми. I got that job for
almost 2 months. Почти месяц. Это мои должностные обязанности. And those people gave me a great lesson, Эти люди преподали мне величайший урок. a lesson that I've taken seriously all my life. Тот урок, который я несу на протяжении всей жизни, и отношусь к этим вещам очень-очень серьезно. About half of them could actually talk Половина людей сохраняла способность up говорить, to a very short period of time before their death. вплоть до вот самых последних Maybe a little моментов less than своей half, but жизни. about half. Может, чуть меньше половины, но около половины. And these were young people, by the way, Кстати, usually это была soldiers молодежь, that were как dying правило. of some horrible, Этими людьми были Injury of солдаты, some которые уходили из жизни в результате каких-то очень тяжелых ранений. and a lot of people dying from lung cancer from smoking cigarettes all their Равное, life. как и огромное количество из них уходили из жизни по причине того, что они всю свою жизнь курили и, соответственно, умирали от рака легких. Of those that could talk, Из тех, кто способен был сохранять речь, the majority of them, большинство из них, huge majority, огромнейшее количество, cried their way to their death. уходило из жизни рыдая. And when they could talk, they would И say, если они things все like, сохраняли речь, они обычно озвучивали такие вещи, I как waited my entire life for it to begin. «Я всю свою жизнь дожидался момента, когда я разрешу себе жить». And here I am. Вот этот день. It's too late. I never Все started. слишком поздно, но я так и не начал жить. Every once in a while, Но иногда я some встречал person would людей, lay there and with a smile, лежали с улыбкой на might be лице. in some pain, but not terrible, Может, испытывали какую-то боль, но не страшно. and say things like, И могли сказать что-то в духе I'm ready, «А я готов». I'm tired. Все, я устал. I lived this life good. Как же я прожил. I don't think there was much I didn't do. Я не думаю, что остались вещи, которые я не успел прожить или I'm почувствовать. ready. Все, пора, я готов. And whenever I'd find those people, I always say to myself, Каждый раз, когда я слышал от людей, я постоянно себе говорил: oh Lord, please let that be me. Господи, я хочу быть одним из тех. And so I've been trying to learn from them ever since. С тех самых пор я пытался находить таких людей и учиться у них. So when my day comes, I want to be Чтобы able to когда say, наступил мой день, я мог говорить: I ага, lived this life. I did. вот эту штуку я прожил. So I've been working hard ever since then С тех самых пор я прикладывал очень большие усилия to make sure that I'm living up to my goals and my dreams. And my удостовериться в том, desires. что я прекрасно знаю мои мечты, мои цели, мои интересы и желания и воплощаю их. Thanks, guys, for checking in. It's Спасибо, really ребят, nice что to пишете. see your hellos. Очень приятно видеть. And Celia from Australia is here. wow, Alex. really from Australia? My goodness, yeah. Good, Друзья great. из Австралии. Но спасибо, ребят, что пишете. Спасибо, yes, что yeah. So let's begin. Okay, seriously about the issues that Давайте we came together всерьез to talk about. приступим говорить о той тематике. Привет, Джек. Говорить о той тематике, ради которой мы здесь собрались. It's not magic. It's not crazy. It's not Никаких чудес, никакого безумия, skills. просто навыки. Thinking skills that we learned from the most successful people in recent history. Те навыки мышления, которые у нас есть от самых успешных людей в истории. Taras, hello. So, let me start with kids, Давайте начнем с разговора о детках. okay? Because I know quite a few kids that have been raised in homes where both parents were very highly skilled in NLP. Я немало знаю о том, что происходит в семьях, когда и папа, и мама на достаточно высоком уровне знакомы с нейролингвистическим программированием. And one of the things that I notice about those kids Одна из вещей, is которые я замечаю в таких детях, they have a fairly realistic understanding of what life does, what it's for, what you can do with it. у них достаточно трезвая оценка того, что можно сделать с жизнью, что жизнь тебе дает, что можно в течение жизни осуществить. The language is accurate. Их речь, она отражает реальность See, действительности. most people use language to hide from the truth. Смотрите, большинство людей прячутся за своими словесными оборотами, чтобы не напоминать себе о правде. You know, they use big negative words for Используют такие большие for негативные emotions, for обороты feelings. для эмоций, для чувств. And most kids learn to do that from their parents. Большинство детей начали использовать подобные обороты в речи, потому что они копируют речь мамы и папы. And because of the way they talk and the way they think, they take a small negative experience and really make it big. Из-за того, как человек озвучивает, описывает небольшое событие, которое единожды произошло с ними в жизни, они берут и придают огромнейшее значение и раздувают события. And I've noticed that parents that have an understanding of language and an understanding of NLP, Я обращала внимание на то, что если мама и папа знакомы с нейролингвистическим программированием и аккуратнее выбирают слова и very выражения, casually,
Совершенно в обыденных ситуациях, very conversationally with their kids, в обычной беседе, обсуждая что-то с ребенком. will teach their kids to use, number one, to use more positive-based words. Первое, начинают обучать ребенка тому, как использовать термины, предполагающие более позитивный исход вещей. And to use words that are much more accurate. И использовать I'm gonna те give you an слова в example. речи, я дальше буду приводить пример, которые гораздо четче описывают непосредственное And событие. to take their experiences И учат ребенка брать непосредственно, что делал, что случилось. and use them as something to learn from, rather than something to be afraid of or run away from. И использовать как просто элементарное изучение кейс-стадий для того, чтобы понять, как избежать, как изменить, вместо того, чтобы прятаться и делать вид, что ничего не происходит. Hello, Ola, Nepper. Leonie is here. Yeah. 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 Lonya. Yeah. Yeah, Lonya, hey, bro. Yeah. Give you an example. Приведу пример. A kid falls down Ребенок упал, and hurts their knee a little bit немного царапал коленку. and starts to go, Начинает делать вот так. you know, and some parents will say, oh, И родители, которые в этот момент начинают делать that's так. terrible, Боже I'm мой, что sorry, случилось? Мне and так like жаль. that. And NLP parents will say something Родители, more like, например, может отреагировать следующим it's okay, образом. and let me check and make sure Давай it's okay. посмотрю, все в порядке. And they touch the leg and they make sure there's no Осматривает, serious пробует, damage. старается удостовериться в том, что And they физически say, никакого серьезного вреда Okay, нет. wow, well, Окей, you смотри, did great. You landed pretty good, смотри, хорошо and приземлился. you didn't hurt yourself much at all. Смотри, Wow. вообще больше нигде Good ничего for нет. you. Молодец. So let's go ahead and go for a walk. Идем, пойдем гулять. And the kids, because the kids don't know Ребенок не знает. whether this is a horrible thing Это or a ужасное good thing событие, or это whatever. хорошее событие. And they've seen other kids fall Они down, видели, как рядом падали другие дети. and those kids are screaming and yelling like Те somebody дети shot them. заходились в истерике, вопили так, как будто кто-то их But- пристрелил. But these parents Но simply, very родители нам calmly просто совершенно спокойно examine, okay, say, okay, good. посмотрит состояние Good. физическое. I know that Всё в порядке. doesn't feel real good. Я I знаю, understand. тебе сейчас неприятно But то, you're что okay. ты чувствуешь, но у тебя все хорошо. And so let's go ahead and do Идем. what we were going to do. Пройдемся. Мы сейчас шли гулять. Идем гулять. And when the kids learn that, Когда ребенок привыкает реагировать на жизнь вот then так, they learn чему that они if something приучаются? happens to them, they С should тобой check что-то and make произошло, sure that, нужно удостовериться в том, so you teach them a little by little, but понемногу вы их обучаете. how do you know if you're actually hurt? Как ты узнаешь, что у тебя действительно что-то серьезное? And then if you're not actually in a serious situation, Если ты на самом деле не находишься в серьезной then, ситуации, and you can tell by if you can move in the ты air, some other видишь, things, есть восстановлена ли then you get мобильность. up and you go on. После этого, если с тобой все в порядке, ты поднимаешься и продолжаешь то, что начал. You understand the lesson that is for Вы life? понимаете, какой урок ребенок начинает дальше размножать на протяжении всех остальных событий? Something happens to me in my life. Со мной в жизни что-то могло произойти. I lose a job. Потерял работу, I lose a girlfriend. потерял девушку. And that's not fun. I don't like that. Абсолютно не нравится, it никакого hurts. удовольствия, и да, неприятные ощущения. But I know I'm okay. Но я знаю, что я окей. And so I go on. Я продолжаю двигаться And дальше. I try, of course I'm going to learn from what Да, happened, это урок. but it's okay. Ничего страшного. Все окей. I'm okay. Я окей. Okay. Well, that knowledge, that ability comes from very young. Подобное сознание, подобные фразы в твоей голове закладываются туда, когда ты еще ребенок. And when parents just casually teach children И когда родители в обычных повседневных жизненных обстоятельствах приучают how ребенка, to calmly and successfully deal with negative events, как спокойно и успешно разобрать негативный случай. and at the same time, Вместе с how этим, to create positive events, как создать позитивный случай and what does a positive event mean? и что такое позитивный исход. If you did something and you won, Ты что-то сделал, ты работал, ты выиграл. some kids will learn from other people that means I'm great and they're bad. Некоторые дети начинают приходить к выводам: если я пришел первым, все, кто за мной, неправильные, плохие, а я хороший. And some kids, if they win a competition, will Некоторые use дети it начинают as выигрывать, они начинают использовать это как a way to just способ просто terrorize the other kids. терроризировать остальных детей. I beat you. I Я beat you. выиграл, я забрал, мое. And so the same thing happens there. То же самое происходит и в этих If a ситуациях. child wins Если ребенок something выигрывает or does something well, или что-то делает хорошо,
And the parents go, yeah, Родители yeah, делают yeah, вот you killed him, you Ты beat him, сделал, you, ты yeah, все. you know. Then the kids get this absolutely unrealistic У ребенка idea of what it начинает means to формироваться compete, совершенно what it means to win, нереальная, неприемлемая картина жизни. Что what it means такое to быть lose. победителем? Что происходит с тобой, если ты не пришел первым? And in NLP, we call that the building of complex equivalences. В нейролингвистическом программировании мы все выше называем формирование комплексных эквивалентов личности. This means this. Это означает вот это. Now, those are all fake, they're all false. Это все искусственно созданные явления. But what happens is people learn very, very young. Что начинает происходить? В очень-очень раннем возрасте ребенок начинает связывать. If I beat you, Если я тебя обошел, then you're weak and stupid. ты тупой и слабый. And I can do anything I want. И не может с рук сойти все, что угодно. If I lose to you, Если я тебе проиграл, then I'm humiliated. I я can't even унижен, look you in the face. я больше не могу просто на тебя смотреть и так далее, и так далее, и так далее. And I've seen parents teach their kids those things, И это как родители начинают внушать детям подобные связи. starting from less than a year old. Начиная с возраста до 1 года. Okay, so if you build those complex equivalences very, very young, Если в очень-очень малых детях вы начинаете, вы являетесь создавать подобного рода комплексные эквиваленты, then what do you then think of how those change as you grow up. представьте себе, какая происходит прогрессия по мере того, как ребенок начинает взрослеть. I see people driving down the street. Или же людей, которые едут по улице. The people that are 25, 30 years old, 40 Дети, years old, которым исполнилось 25, 30 и 40 лет. and they've been successful to a certain degree. Они в определенных вещах успешны. And as they drive down the И street, по мере того, как они выезжают на дорогу, and they see old people traveling a little bit slower in maybe a not so nice car, они видят пенсионера, видят пожилого человека, который, возможно, не в такой дорогой машине, возможно, не так быстро едут, чем они. they just honk at them and yell at them Обязательно and push them клаксон, off. обязательно подрезать, обязательно обогнать Hey, на get out of the скорости. way. Двинься, чего ты здесь. And I know that those kids were the Что я same знаю? kids, Это те же самые that those дети. people were the kids Эти люди были когда-то детьми, that learned if I succeed, then it means I'm better than you. которым было привито: если у меня что-то получилось лучше, я лучше других. And so, of course, then they go through the world После этого начинают taking what they can перемещаться по take миру, and stepping забирая on всё, что whoever они they need могут. to step on. позволить себе забрать и наступая на всех, кто им позволит. That's really sad. И что очень грустно. It leads to the degradation of the entire society. Это ведет к деградации всего общества. Yeah, look around. Ну, глянись вокруг, посмотрите. Most of the societies are a mess. Большая часть сообществ месиво. And all that started Все это in начиналось. childhood. Hi, Дети. Suni. Hey, well, Lviv. Hey, nice to see you. Hi, Lviv. Wow, Kharkov, Dnepr, Lviv. Guys, you guys are everywhere. Ребята, вы же вообще отовсюду, да? That's great. Wow. Здорово. Yeah. One band, one sound. Somebody knows. Кто-то знает. Good for you. One band, one sound. Hallelujah. Amen. Victoria, you got it. Okay, so I'll give you an example of my own. Приведу один из своих примеров. My son lived with his stepfather was actually John Grinder for a period of time. На протяжении некоторого времени вторым отцом, приемным отцом моего сына был Джон Гриндер. John, tremendous papa, Джон tremendous father. потрясающий папа, потрясающий отец. And he, for a period of time, was married to my ex-wife. На протяжении какого-то времени он был в браке с моей бывшей женой. And he had 2 kids, and then my son lived with them for 4 years. У него было 2 детей от предыдущего брака, и мой сын в течение 4 лет жил среди них. And after that, came back to Oklahoma to live with me for another 4 or 5 years. После этого переехал ко мне в Оклахому и со мной прожил еще, чтобы прожить со мной еще 4-5 лет. And 2 things happened very quickly. 2 явления произошло очень быстро. And I recognized some things, not from John, that's for sure, but Я from начал замечать evidently other определенные people признаки. Это уже однозначно было не воспитание Джона, но какое-то другое влияние, that really struck me not so well. которые меня на самом деле очень сильно поразили, и я не был в восторге от подобных характеристик в своем сыне. Eric had a really nice bicycle, У Эрика был очень красивый, дорогой велосипед. really nice.
очень like хороший велосипед. about $800 to $1,000 worth of nice. Для того, чтобы получить велосипед настолько хороший, родители должны были заплатить $800 тысяч. Titanium spokes, parts, Титановые запчасти. alloy, this and that. Вот такой-то сплав вот этого и вот этого. Beautiful little bike, actually. Красивый, великолепный велосипед. Well, he came back into a neighborhood in Oklahoma where Он kids there didn't have приехал в bicycles ту like that. часть Оклахомы, где детям такие велосипеды никто не покупает. And so after he was with a kid Он проводит время с out парнишкой, in front of our house where we lived, недалеко от дома, где мы жили. and I heard him talking to the kid, И я слышу его разговор с мальчишкой. and the kid had a bicycle, У мальчишки был свой велосипед, but it was a $25 version. Версия за $25. Okay, and but they were basically the same size, Ну, большая часть одинакового but just размера. Lord have mercy, the quality was way different. Но, Боже помилуй, посмотри на одно, посмотри на второе, они рядом лежат. And I heard Eric telling him, Я слышу, как Эрик ему говорит, this part costs this much вот эта money, this запчасть part costs this добавлена, much стоит money, вот столько, вот this эта part запчасть and вот this is столько, вот because эта of this and запчасть из this and этого, this. из этого, вот это. And making sure that the kid knew Стараюсь удостовериться в том, что мальчик поймет the difference between his bicycle, разницу между его велосипедом, Eric's bicycle, and the bicycle the kid had. Эрика, и велосипедом, который был у этого ребенка. And I heard that. Я это слышу. And I saw the look on the little boy's Я вижу face, выражение лица the other малыша, little boy, not Eric. другого, не Эрика. And I realized that Eric didn't understand Что я понимаю? Эрик не Kind отдает of. себе отчет, вроде как, what was going on in the little boy's head. что в этот момент происходило в голове у малыша. I wasn't sure either, but I could see Я тоже не мог знать, что у него в the голове, но я точно embarrassment, видела. sadness. Ему грустно. And ему I knew the неудобно. little boy well enough to know that his parents could not buy an $800 bicycle. Я достаточно хорошо был знаком с этим ребенком, чтобы знать, родители этому ребенку велосипед за $800 не купят. So I didn't jump in there and make a mess or anything. So- Я не начинала среди них сразу устраивать разборки, but that evening, но в тот вечер I sat down with him and I said, hey, Eric, сажусь рядом с ним и говорю, I heard you today я talking сегодня слышал, как ты to говорил Stephen. с Стивеном. And I said, I'm Я curious. сказала, ты знаешь, мне это интересно. I said, you told him a lot about your bike, Я yeah? ему много рассказала о своем велосипеде, да? And he goes, yeah. Да. And I said, did he tell you about his bike too? А он тебе о своем велосипеде тоже рассказал? He said, no. Нет. And I said, did you see his face when you were Ты talking to видел him about его your лицо, bike? когда ты ему рассказывал о своем велосипеде? He said, not really. Нет. And I said, well, I did. А я видел. Do you think that his parents are able to buy him a bike like yours? Как ты думаешь, ему родители когда-нибудь купят такой велосипед, как у тебя? He said, probably not. Наверное, I нет. said, right, you're right. Ты прав. And as you were telling him all of those things, what do you think might have been going on inside of him? Когда ты ему What you guess? рассказываешь, стоишь, рассказываешь о своем велосипеде, как ты думаешь, что у него внутри, пока он это слышит? I don't know. Ну, не знаю. I said, well, I have some ideas. У меня есть представление, что там. I said, I think he was probably embarrassed Мне кажется, ему было очень стыдно. because his bike wasn't as good as yours. У него не такой велосипед, как у тебя. I don't know how he thought about you Я не знаю, что он подумал о тебе, standing there пока ты стоишь basically там. И по большей части telling him говоришь ему, that he's poor что and он из doesn't have a bike нуждающейся worth a семьи. damn, У and него велосипед and никакущий. you're rich and Ты you're богатый, lucky тебе and повезло. and Eric looked at me and was, Эрик посмотрел на меня. oh man, Мужик, you think that might have ты been? думаешь, вот так это было? And I said, I think it could have been. Думаю, возможно так. I said, maybe not. Я говорю, может и нет. But I said, for me, Я сказала, для меня, if I've got something really nice, если у меня есть что-то очень красивое, then it's nice because I оно like it. красиво, потому что мне это нравится. And because I'm really lucky to have И it. потому что мне очень посчастливилось, и у меня это And I есть. really don't try to go to other people and go, Я не стараюсь находить другим людям, my и делать вот так. bike's great and yours is garbage. У меня классный, у тебя мусор. Because I think that's going to interfere with the relationship between you two for one. Мне кажется, во-первых, ваши отношения между вами двумя уже будут другие. And I looked at him and I said, I've never known you to be that kind of person. Я посмотрела на него и говорю, Эрик, мне кажется, ты не относишься к этому типажу, который так себя ведет. And he looks at me and he goes, Посмотрел well, на меня и говорит, Dad, папа, I'm not. ну я не такой. And I went, oh, okay, yeah, I got it. Yeah, I understand.
I think it would be hard for me to know that you're not Мне if I was him. кажется, если бы я был этим парнем, я бы не Мгм. знал, что ты не такой. And he goes, well, I'm not going to do that again Не, ну я такого больше делать не буду. because I like Steve. Потому что мне стиль He нравится. says, you think I should apologize to Думаешь, мне him? нужно перед ним извиниться? I said, I don't know. Не знаю. You have to decide that. Это решит нужно тебе. I think I would, if it was me, I'd probably try and do something to let him know that I think his bike's really cool too. Ты знаешь, как-нибудь попробуй найти что-то красивое и в его велосипеде. But it's not something little, something casual. Какую-то мелочь, просто невзначай. Just to kind of go, I like your bike, Ну, мне Wow. нравится велосипед. and maybe. Ну, как вариант. And then I heard him later Я позже услышал, talking with some other kids, как он говорил с другими детьми. and he did not say a single word about how much his bike cost. Он не сказал ни единой фразы о том, сколько этот велосипед стоит. Because they were all on bicycles Все они были на велосипедах and riding around, и and ездили. he didn't say, hey, ooh, see this bicycle? Whoa. О, видишь, у меня такой велосипед. Okay. I think the kids knew the bicycle was expensive, but I think they probably appreciated that he didn't point Я it думаю, out. что дети увидели, что у него другой велосипед, но никто при этом не начал ему это. Now, that and a few other Это similar еще пару похожих situations. ситуаций. And then one time when he was about 40, И потом наступил другой день, когда Эрику уже 40. he's 49, 48, 49 now. Ему теперь уже I heard him talking to one of his daughters 48-49. Я слышу, как он разговаривает уже со своей дочерью, when she was about 13. когда исполнилось лет 13. And having basically the same По большей conversation. части идентичный диалог. And I heard it, right? Я услышал, And I was visiting. я был в And then гостях, afterwards, I looked at him я and just посмотрел на smiled. него и просто улыбаюсь. And he looks at me and Он he смотрел на goes, меня и говорит, I was listening. да, я I тогда remember. слушал, я помню, You were right. ты был прав. And she was doing the same thing. Она после этого делала то же самое. And I said, young man, you're fantastic. Он говорит, да, ты прекрасный And he папа. goes, oh, well, okay, so I learned, okay. Ладно, научился. And we laughed about it. И мы посмеялись. And all of the things that are happening in young people's lives, Все эти вещи, которые происходят в жизни детей, they don't know они не what знают, this means, how to что deal это with it. значит, как с этой what's ситуацией going on. справиться, что происходит. And they really depend И они очень on сильно parents ищут и ждут, что у них в жизни to появится teach отец и them мать, которые их научат. how to respond physically, how to Как реагировать respond физически, verbally, как how to реагировать respond словесно, non-verbally. как реагировать невербально. And it was really a pleasure. And I was very lucky. Eric was И very вообще с ребенком was a я great kid. повезло, он And потрясающий. I И был чудесным. asked him Я у него once как-то спросил, when he was about 40, когда ему было около 40, I said, oh, what kind of a father was that? каким я был папой? And he goes, can I tell you the truth? И здесь можно правду I говорить? said, yeah, sure. Конечно. And he goes, you were strict, Ты был строгим, but you were great. но прекрасно. And always knew that you loved me. Я всегда был уверен, Like, что ты меня любишь. Yes. I was very, very happy with that. Я очень Because my рада, childhood was so terrible. у меня была очень грустная детство. And one of my biggest dreams all of my young years was that someday I'd hear that from my son. И у меня в молодости была Or from мечта, my что child. однажды я услышу такое от своего ребенка или же There от it своего was. сына. Okay, so children, yes, children are Дети. developing. Да, Yes, дети everything they do. развиваются. Yes, everything they do is important. Да, все, что они делают, важно. And they learn everything from how you talk, from how you behave. Из любой вашей фразы, из любого вашего поступка дети извлекают урок. Yeah. One of my last things about kids Одна из here последних вещей о детях. is I see a lot of parents who don't know how to say no to their kids. Я встречаюсь с огромным количеством родителей, которые понятия не имеют, как научить ребенка слову «нет» или «нельзя». And their kids learn that all they have to do is scream loud enough or А complain видите, long у enough. детей к привязке нужно упасть и начать истерически вопить. Если я буду вопить и устраивать истерику достаточно долго, она уступит. And they can have anything they want. И я получу все, что мне нужно. Wow, that is bad for kids. Как? Это вредно для ребенка. Take that into adulthood.
Представьте себе, это уже не малыш, а взрослая личность. And you have people that are willing to do У anything, вас появится человек, который пойдет на что угодно, damage anybody, кому угодно Push нанести anybody. вред, отпихнуть кого угодно, use anybody. воспользоваться любым To get what другим they want. человеком, чтобы получить свое. They've been doing it since they were a year Потому old. что они получали свое с возраста 1 год. And to me, that's sad. Для меня это very очень sad. грустная ситуация, очень печально. And I think teaching a kid that no is no, Первое, во что я верю, ребенок должен узнать: нет равно нет. and yes is yes. Да равно да. Because I know some people who Потому say что я yes and they знакома с don't людьми, mean которые yes, говорят да, но совершенно не намереваются это давать. and they say yes so that they Они don't have to говорят argue about saying no. Лишь бы им не нужно было разговаривать, спорить и выслушивать истерики, если они не откажут. Tragic. Трагедия. The learning that becomes and the way that person becomes an adult Взаимосвязь, is, почва, на которой растет этот is- ребенок для того, чтобы перейти в становление взрослой личности, is really sad. очень really terrible. грустное явление. Это очень плохой пример и очень плохая почва. Okay, so relationships. Отношения. Probably the best thing I can say about what NLP does for relationships for Лучше, couples наверное, как я мог бы откомментировать, что изучение нейролингвистического программирования может дать семье, отношениям, паре. it helps the two people understand Это помогает одному и второму человеку понять. that number one, we Первое. are different people. Мы двое разных людей. We think different, Мы we думаем по-разному, understand things different, мы вещи трактуем по-разному. and that doesn't mean good or bad, right or wrong, Не означает один хороший, второй плохой, я прав, ты ошибаешься. just different. Мы просто разные. And because most of the time what happens in couples, И учитывая, что в большинстве случаев из-за той динамики, которая имеет место в парах, they fight about or they judge each other они начинают вешать ярлыки друг на друга или судить друг о друге, from the wrong world. сидя в совершенно отличающемся мире. If I judge you Если я начинаю делать выводы о тебе, from my rules, from my сидя world, в мире моих правил, моих норм, then you're going to fail то ты экзамен не сдашь. because you don't do things like I do, you Ты don't не think будешь like I делать так, do, как я делаю, ты не будешь относиться к вещам так, как you don't отношусь believe like я, I do. ты не исповедуешь то, что исповедую я, But it is automatic for me но для меня причинно-следственная связь. to judge you the way I judge me. Судить о твоих поступках и твоих решениях, как будто эти решения принимал я. One of the most important things you learn in NLP Одна из первых вещей, которым вы научитесь, is how to find out как я могу узнать, what the other person actually thinks or что feels действительно чувствует или or думает believes. другой человек, или что исповедует другой человек. Okay. Once you can do that, Как только вы сможете это сделать, then I can begin тогда вы можете начать to what? Then I can begin to judge you from your world. начать делать выводы о тебе, судить тебя, сидя в другом мире. Mhm. Let me give you an example. Давайте приведу пример. Okay. Some of you that have been in my workshops and seminars, you've heard this before, so I'll be brief. Некоторые из вас уже слышали это, кто был на моих мастер-классах, может быть, тренингах, соответственно, я постараюсь озвучить это кратко. Love. Что такое любовь? Okay. You don't love me, yes I Ты do. меня No, не you любишь. Да, don't. люблю я, нет, не любишь. You don't know what love is. Ты вообще не знаешь, что такое Okay. любить. I don't know what love is. Это No, я you не don't знаю, что know what такое love любить. is. Это ты не знаешь, что такое Okay. любить. And I don't think you've ever loved anything. Я думаю, ты except вообще yourself. никогда никого, кроме себя не And why are любила. you talking to me like that? You're the Со one мной that, так и слышишь. Это ты? oh God, I was a marriage counselor for Ой, да, я years. консультировал For многие 2 годы супружеские пары. Погоду. Hated it. Ненавидел. It was like I was a referee in a war. Знаете, вы становитесь посреди войны наблюдателем. You guys know what I mean, Вы right? знаете, о чем, да? Oh, and people were constantly arguing А люди постоянно спорили up here in вот big на words. этих уровнях, вот этими большими You don't know what love словесными is. оборотами. Ты любить не умеешь. Love is compassion. Love Любовь — это is сострадание. understanding. Любовь Love — это is a умение deep понимать. connection. Это связь между двумя людьми. Ерунда. Okay. Love is a bunch of behaviors Любовь that — you don't это even know you куча have. проявлений, которые тебе присущи, и которых ты даже сама не осведомлена. So I think a simple example. Простой пример. I come home from work. Я прихожу домой с работы, My wife's already home. жена уже дома.
I'm happy to see her. О, я рад ее видеть. I walk up to her Я к ней подхожу. and I say, hi, Привет. I'm home. Я дома. And I touch her Я должен прикоснуться. and tell her, sometimes I say, I love you. Ты можешь сказать, я люблю тебя. And, and she smiles, and Она then I go do what I'm going to do. Все, идешь, занимаешься своими делами. That for me is one of the behaviors Для I меня use это to одно из say, I love you. проявлений, которые человек использует, чтобы сказать, я тебя люблю. I don't really consciously understand Я на that. It's самом деле just, весь в этом отчета. Я не what I do. осознаю. Это просто то, что я делаю. so I'm at home. Я дома. My wife comes home, Сюда заходит. comes in the house, I hear her, Заходит домой, я слышу, она and I go, зашла. oh boy, here she comes. Идет. And she walks right И past me and проходит goes прямо in and мимо starts меня doing и something. идет, начинает чем-то заниматься. And I think to myself, oh Мне my gosh, возникает мысль, боже мой, what's wrong? что случилось? So I go to her. Я подхожу к ней. I go, honey, what's wrong? Что случилось? And she goes, what? Nothing. Что? Ничего не случилось. And I go, well, are you sure? Ты уверена? Yes, I'm sure. What Да, are you я talking уверена. about? And I'm looking at her like, Ты смотришь. something's wrong here. Нет, что-то не так. So then I start hallucinating. После этого начинаются галлюцинации на тему. Couples were supposed to do that. Вы знаете, супружеские пары собираются вместе, чтобы галлюцинировать по поводу намерений второго. And I think, oh my God, Боже мой, she's having an affair. у нее есть кто-то другой. She just came from a lover and Она she только can't look что at me. пришла от любовника, я Oh ей my God. интересен, она на Oh меня no. смотреть не хочет. Maybe she's going to leave me. Может, она уйдет. Ерунда. Why? Почему? Because I have this У feeling меня вот эти чувства, that something's wrong. что-то не то. I don't know where it comes Я не from знаю, откуда оно пришло, because I don't потому understand что я не понимаю consciously the сознательно behavior that I'm using to judge. действия, которые я пронаблюдал, дабы сделать вывод. But if I study NLP, Но если я изучаю НЛП, then I realize, whoa, wait a тогда я minute, понимаю, wait a нет, minute. подожди. So I go up to her and, Я подхожу к ней. after she comes home Если она and I дома, say, you know what? говорит, знаешь что? There's something that you could do for me that I would really Ты like можешь сделать вот так? Мне бы очень понравилось. if you're willing. Если ты не If you don't want to, против. okay, it's okay. Если это не твое, все окей. When you come home, Когда ты приходишь домой, if you would come to me and just say если hi ты приходишь ко мне и говоришь and maybe привет, just a little touch, и просто слегка ко мне that прикоснешься, would really be great for me. мне было бы очень приятно. Are you willing? Ты готов? And she goes, yeah, sure. Конечно, все нет. Yeah, we never did that in my В family. моей семье так No, but I'd be себя glad не to. ведут. And I go, Все нет. okay, great, thanks. Отлично, спасибо. Yeah, cool. Yeah, and of course, it works in both directions. Естественно, это улица с двусторонним движением. Okay. Because about a week later, Пройдет эта неделя, she comes up to me and she says, она придет к тебе и скажет, ты знаешь что? I thought of something you can do for me. О, я вспомнила, что ты можешь сделать для меня. I said, yeah, great. Да, отлично, что? She said, yeah. I said, what? Что? And she says, put the toilet seat down after you use it. Выходя из туалета, пускай But you leave it up all the time. сиденье. Она все время остается не опущенной. Oh, no. Really? Что, правда? And she goes, yeah, really. Да, правда. If you did that, I'd know that at least you're Ты thinking вот так about it. делаешь, я пойму. Ты, по крайней мере, знаешь, что я тоже здесь нахожусь. And I'm laughing. Я начинаю And I was смеяться. like, oh, God. Of course. Конечно. Of course. And she goes, oh, by the way, Да, кстати, sometimes иногда you miss. ты не попадаешь Clean it up. после себя, как было. She's right. Ух ты, она права. Oh, no. Sometimes I do, and I don't even think about it. Иногда я даже не задумываюсь. God. So from that time on, С тех самых пор I make sure that when she я goes to the удостоверился, bathroom, если everything is она clean зайдет and в everything is ванную down. после меня, все чисто и все опущено. and she comes to me later and goes, you know И what? она позже говорит ко мне, говорит, ты знаешь, That's really nice. мне очень приятно. I thank you so much. Спасибо тебе большое. You're paying attention to that. Ты начинаешь... And I go, and I look at it and I go, God, I didn't even think of it. I'm даже so не sorry. задумывался, мне так жаль. Yeah. Okay, sure. Конечно. So little things, Мелочи. little tiny things Крошечные мелочи. in a relationship cause havoc. В отношениях могут устроить Cause havoc. абсолютнейший беспорядок. And learning each other. Ситуация, где In вы a знакомитесь relationship. друг с другом, находясь в отношениях. And in NLP, you learn behavior. В НЛП
вам предлагает изучить действия, поведение и поступок. Not fancy words. Не роскошные термины. Fancy words don't mean anything. Изощренные термины вас ни к чему не You don't have приведут. any compassion. У тебя нет чувства You don't сострадания. respect me. Ты меня не уважаешь. Whoa, wait a minute. Стоять. Those words don't mean anything. Эти слова ничего, Or they mean Не something значит. only to the Или- person who says it, они что-то значат только для того человека, который их озвучил, not to the other person. а не для другого. And that's just so dangerous. И это очень опасно. And so, because that tears people apart. Это создает раскол между людьми. When I was doing marriage counseling, Когда я консультировал I супружеские had the пары, same impression every у time. меня каждый I- раз оставались одни и те же впечатления. Okay. These two people love each other. Эти два человека друг друга любят. These two people want to be Эти happy. два человека хотят быть счастливы They want to друг be с with each другом. other. Они хотят жить вместе. And they don't have a prayer. И у них нет ни единого шанса. They're going to tear each other apart. Они друг дружку раздерут на And запчасти. it's not about the facts. И дело не в фактах. Do I love you? Yes. Я тебя люблю, да. Do I care about you? Yes. Мне интересно быть с тобой, Do I want да. to live with you? Yes. Хочу с тобой жить, да. Do I want children with you? Хочу Yes. с тобой детей, да. Do I want to enjoy you? Yes. Я хочу наслаждаться However, временем с тобой, да. И You тем не don't know менее, what love я is. не знаю, что такое любовь. What? Oh, I used to get so sad listening to people Мне было так сложно argue, слышать, up как here люди about спорят words. здесь, на уровне слов. not about behavior. When we talked Не на about уровне behavior, поведения. Когда мы говорим о поведении, they got so close and so happy with они each other so настолько quickly были рады друг другу и в течение достаточно быстрого промежутка времени. because behavior is simple, straightforward. Потому что поведение – это понятные, элементарные вещи. They already love each other. Они уже друг друга любят. So let's talk about behavior and make sure it works. Поэтому давай начнем узнавать о поведении друг Good. друга и устремимся в том, что то, что мы делаем, работает для второго. Okay, now, Теперь, last topic for this evening. последняя тема на сегодняшний вечер. Let's call it emotion. Давайте назовем это эмоция. Those of us in NLP, we call it states. Те из нас, кто интересуется нейролингвистическим программированием, слышали такую тему, как состояние. Most people Большинство людей are victims of their emotions. становятся жертвами своих эмоций. Their emotions destroy their relationships. Their emotions Эмоции destroy разрушают. everything that they do. Отношения, эмоции везде, где они пытаются осуществить успешный They get результат. mad, they get hurt, Человек they get завелся, angry, человек решил, что его обидели, they get человек начинает happy, they get беситься, sad. человек приходит в восторг, человек начинает грустить. You study NLP for any length of time, Если на протяжении хоть какого-то промежутка времени вы изучаете NLP, and you will become a human. вы станете человеческим существом. See, sadly, most of us are not. К сожалению, большинство из нас по умолчанию людьми еще не I являются. always laugh when I hear people say, Я всегда смеюсь, когда слышу, как люди говорят, NLP teaches you to be a robot. NLP учит тебя тому, как быть роботом. Actually, it's the opposite. На самом деле все как раз наоборот. NLP teaches you to be a human. NLP из зомби делает человеческих существ. You're already a robot. Вы пришли роботами. Okay, and and so once you learn to control your reactions, control your emotions, Как только вы научитесь контролировать свои реакции на вещи, свои состояния, then тогда, you can have incredible relationships. You вот can have. тогда у вас появятся прекрасные отношения. I used to get mad a lot before Я NLP. раньше, до того, как был знаком с NLP, Had a с temper. легкостью заводился с полоборота. After I learned NLP, I realized Когда начал изучать NLP, что я осознал. after some time that I had gone a year Прошло время, что я жил год, and not been mad at anybody. при этом ни на кого не срывался. And I thought to myself, whoa, Я подумал, ух ты. I was mad at somebody once a day, Раньше я обязательно скандалил с кем-то раз в день. maybe more than once. Может, чаще, чем один раз. And I realized, whoa, what happened? Начал понимать, подожди, что произошло. And I realized that with NLP, number one, Я понял, что с NLP, первое, I could get mad if I wanted to, если but I хочу, didn't я do it могу automatically зайти в anymore. состояние гнева, но я не делаю это неконтролируемо. And I had such a profound understanding of the difference between me and the other И people у меня очень четкое сознание, что другие люди не я, that I didn't find anything to get mad about. что по большей части не находилось тем для расхождений и гнева. Because I knew they were different than Потому что me. я понимал, они не я. And I knew that if I judged that behavior from my rules, that would be a bad И я behavior. знал,
глядя за тем, как поступили эти люди, для меня это неприемлемо, плохо и неправильно. But I don't know if that's why they did it Но or я не not. знаю, по этой ли причине второй человек поступает так или иначе. The majority of the time, if I check, В большинстве случаев задай вопрос, проверь, узнай. they would say, "Oh, no. Человек I скажет, did that for this or я because это of this." сделала из-за этого или для этого. Wow, Ух cool. ты, здорово. So suddenly I became a lot calmer, a lot more stable. Ты гораздо стабильнее, гораздо So равновеснее. much easier for me to be comfortable with people, to be happy with people. Настолько проще становится easier. договориться с другим человеком и быть в комфорте в окружении других людей. I cherish that in my life. Я наслаждаюсь этим качеством по I жизни. learned really strongly that nobody's better than me and nobody's worse. Я очень четко освоил, никто не ниже меня, никто не будет надо мной. I can do a lot of very cool things now, Я на сегодняшний день умею делать большое количество очень интересных and вещей. I'm very happy about that. И я очень этому рад. But that doesn't make me better Это or не делает worse. меня лучше или хуже. I'm very happy to have those kind of Я skills. счастлив, что у меня есть определенные умения и навыки. And that for me is a gift that Для меня NLP has это given me. дар, который мне оставил NLP. Calm, comfortable, happy life. Комфортная, спокойная, Wow. счастливая жизнь. Can you take a quick look at that from Elena and see Yeah. if that's a question? Фрэнк просит спросить, Right here? how much time, how long are we going to have a seminar today? Well, about another 5 or 10 minutes. Еще 5 или 10 минут, Лен. Okay, maybe a little more. Может, чуть больше. It depends on if you guys can talk me into it. Все зависит от того, уговорите ли вы меня. Mhm. Okay. We're supposed to finish at 9:30. And 8:30. sorry, at 8:30. В 8:30 мы Sorry. планировали завершать. Okay. And we'll do our best to stop at 8:30. Мы, вероятнее всего, завершим сегодня в 8:30. NLP. We have a practitioner's program, a beginning NLP program starting very, very soon. Программа, которая называется «Практик нейролингвистического программирования», Right here in Kyiv. пройдет в Киеве. Мы And, рекламу с 14 по 25 ноября этого года. Yeah? Yeah. Good. So you just gave the date, right? Good, Yeah. good. Practitioners, 12 days. 12 дней курс «Практик нейролингвистического программирования», первая ступень. The beginning of a journey Начало that пути. is, most of the people I know that have gone through that will say that that is a journey that is the finest 12 days beginning for a way to live their life happier, more successful, more comfortable, and as a human being. Большинство людей, которые проходили курс, говорили о том, что это прекрасное начало, это прекрасное введение в курс нейролингвистического программирования, это прекрасный путь вхождения в определенный выбор, который говорит, я хочу жить свободным, счастливым, довольным человеческим существом. When I talk to people about it, my understanding is it's the greatest gift that you Мое can give to you. понимание, это самый большой подарок, который можно сделать самому себе. Absolutely spectacular. Совершенно потрясающая вещь, Give your- которую ты можешь себе подарить. To give yourself the gift of a much better, much more successful future. Подарить себе подарок, прожить гораздо более успешный, гораздо более спокойную, счастливую, успешную жизнь. And you won't be studying from somebody who studied from somebody who studied from somebody who studied from somebody. Ребят, позвольте пригласить вас к участию в курсе нейролингвистического программирования, который проводит не ученик, который был учеником ученика, у ученика, который был учеником чьего-то ученика. I built it. Я собрал NLP. I live it. Я прожил в NLP. I think I know NLP better than any other person on this earth. Мой вывод заключается в том, что я изучил NLP лучше, чем любая другая живая душа в этом мире. Including John and Rich. Включая Джона и Ричарда, But конечно. they probably have a different opinion. У них их мнение может отличаться. So I pick on them whenever I get a chance Каждый раз, когда у меня возникает шанс, я стараюсь их поддеть. because they're my friends Потому что они мои друзья, and my colleagues and мои коллеги. and all of the other people I know Те остальные that люди, were с involved которыми in я the знаком, first 6-7 years. которые участвовали в первых 6-7 годах разработки NLP. That we together are the creators of NLP. 15 человек, все Мгм. имена, которые были названы, я, Джон и Ричард, люди, которые собрали нейролингвистическое программирование. Yeah.
And so I was very lucky to Мне в жизни end up очень at the right place at посчастливилось the right time. оказаться в правильном месте в правильное время. Just very, very lucky and saved me. Очень повезло. Эти люди спасли меня. Saved me and gave me a life that I could not imagine. Эти люди подарили мне жизнь, которую я не мог себе даже представить. I am so lucky to have been involved in NLP. Мне So lucky. очень повезло в жизни, что я начал заниматься НЛП. Wow. I think I'd be dead or in prison if it wasn't for NLP. А не будь моей жизни НЛП, я был бы либо уже мертвым, либо сидел в тюрьме. One of the most important things it gave me Одна из самых важных вещей, которые мне подарил НЛП, was a son that was raised knowing his father loved him ребенок, который растет с сознанием «мой отец меня любит». and proud of the things he learned from his father. И невероятно гордится тем, что его отец мог многое ему показать и объяснить. Oh man, all those times I laid in my bed at night crying Все эти ночи, When когда I was a будучи child. ребенком, я засыпал в слезах, and made all those promises to myself обещая себе, что that if I ever had children, если у меня когда-нибудь будут свои дети, they would not be raised like I was. они никогда не будут жить посреди того, посреди чего живу я. And I'm so happy И как же я счастлив, что that I accomplished that. это я достиг. And now it's your turn. Теперь ваша очередь исполнять свои Myself, обещания. my team of trainers, Я, моя команда тренеров, которые среди нас, we will do our absolute best мы сделаем все, что в наших силах, to give you the same gift that we have all чтобы gotten. передать вам тот дар, который в свое время был передан каждому из нас. The gift of happiness and Дар successful life счастья, дар успешной жизни and the abilities to accomplish some things и that are just способности amazing. осуществлять вещи, глядя на которые ты потом говоришь себе, а я и не думал, что это возможно. For those of you that are saying goodbye Для тех из and вас, кто thanks, прощается и and, говорит спасибо. Will be special offers for the veterans. Is Will that there be right? special offers for the veterans? Is the Yes. question. You bet. Владислав Зборовский. Безусловно, ни о чем другом речи не могло идти. Yes. Ветераны всегда Mhm. особая категория. Добро Yeah. пожаловать. Thanks for asking. You're absolutely Спасибо, что right. уточнили, вы абсолютно правы. And we'll make sure. Пожалуйста, напишите нам, постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы найти вас и предложить вам особые условия участия. So, my friends, Друзья, it is so nice for me to be with all of you. большое спасибо за вашу поддержку, спасибо за то, что вы присоединились к нам сегодня вечером. Thanks for all of your wonderful Спасибо за comments. чудесные комментарии, спасибо за сердечки. Yay, Doc, I see you. Да, Док, я тебя вижу. Yeah, one of our veteran doctors here. Один из наших ветеранов, братьев. Yeah. So nice. Be at peace. Let's help this country be great. Найдите покой, ребятушки, и помогите этой стране стать великой Украиной. And looking forward to seeing you С guys soon. нетерпением, ребят, жду снова встречи с вами. Bye-bye.